Привет, с вами Алена, и сегодня у нас один из вариантов ногтей, которые пришли после удаления хирургическим путем. Женщина имеет проблему с срастанием ногтей, потому что регулярно и очень часто, много лет она покрывает ногти гель-лаком. Точнее, не часто, а просто систематически, и ноготочки эти не снимает, они у нее на зиму не отдыхают, а тенденция к скручиванию есть, и причем не только на больших пальчиках, но и на вторых, и даже на третьих. И, в общем, в какой-то момент она не выдержала и обратилась к врачу, и ей посоветовали сделать удаление. Но удалили ей не весь ноготь, а вырезали вот этот кусочек, краешек, который вырастал. И вот вы сейчас наблюдаете изъятие из синуса остатка, болячки, что ли, какой-то, да, то есть вот этой вот кожи засохшей, потому что, в общем, ей удалили, вроде как все ничего, но есть какое-то воспаление, есть дискомфорт, мы можем также наблюдать небольшую пустоту вот здесь сбоку, но сегодня мы на нее даже внимания не обращаем, потому что цель и задача у нас совершенно другая. Нам нужно убрать сухие корочки, которые ей давят, которые доставляют дискомфорт, чтобы ей было попроще ходить, потому что пока, кроме открытых шлепок, то есть кроме открытой обуви, она, к сожалению, ничего носить не может, потому что любое взаимодействие с ее пальчиком вызывает сильный дискомфорт. Как видите, там много всего накопилось, и, в принципе, не мудрено, что это болит. Но, тут я про хирургов ничего плохого не скажу, но ничего, нормально так удалили, да, пол ногтя снесли, да, теперь будет он расщепляться и расти, скорее всего, такой немножечко раздвоенный, но там хотя бы можно при необходимости это полигелем или гелем немножко соединить, запротезировать и сделать покрытие, но это если не хватает ширины, потому что мне вот лично визуально точно не хватает, но это, как говорится, на любителя, а у нас сейчас совсем другие задачи, нам нужно убрать все лишнее. Конечно, мы убираем длину свободного края, потому что в обуви это все давит, это все зацепляется. И с другой стороны, кстати говоря, тоже мы наблюдаем врастание ногтя в ткани. Вот как видите, с помощью кюретки можно достать оттуда много-много всего интересного. Это некое содержимое, немножко с элементами подногтевой мозоли. В общем, это тоже все дело вычищается. И жаль, что у нас не было полноценного времени, чтобы оказать полностью всю услугу и сделать прям педикюр, все красивенько почистить. Я знаю, что вам хотелось бы видеть уже прям полный конечный результат, но иногда мы принимаем клиентов прям экстренно, в перерывах, немного двигая запись. В общем, хочу сказать, что если человек обращается с какой-то острой болью и там чуть ли не плачет и говорит, что больше он не знает, что ему делать, конечно, мы экстренно примем. И самое классное, что наши постоянные клиенты всегда входят в ситуацию и готовы немножечко подождать, за что мы им бесконечно благодарны. Конечно, они так относятся к этому, потому что сами однажды были в похожей ситуации и тоже им когда-то помогли и пошли навстречу, и тогда люди, конечно, все понимают. Вот здесь мы продолжаем зачистку. Кстати говоря, за работой мастер Елена. Я в этот момент ей ассистировала, приносила все необходимые ей инструменты, потому что, еще раз говорю, все было просто в экстренном порядке и бегом. На данный момент подрезаем кутикулу, просто чтобы немножечко открыть доступ. Хотя, конечно, здесь было не до эстетики и не до чистоты, просто убрали, чтобы не мешало нам смотреть. И могу сказать, что уже после таких манипуляций пальчик выглядит вполне себе симпатично, и вы можете наблюдать, какую часть ногтя удалил хирург, то есть вот эти несколько миллиметров сбоку, и, соответственно, конкретно этот ноготь на этой ноге будет чуть уже, чем на соседней, точнее на второй, и, скорее всего, расти будет уже вот такая вот двойная щепочка. Да, я вижу, что там есть анихолизис, но сегодня история совсем не об этом. Самый главный нюанс — это разобраться с воспалением вот этим небольшим и врастанием. Могу сказать, что уже в процессе зачистки видно, что пальчик успокоился. Вот здесь я Лене держу кюретку, Лена подрезает. У нас иногда бывает такая работа в 4 руки, когда ты просто не имеешь возможности в одиночку подлезть, тогда обязательно нужны ассистенты. И вообще мы команда, мы банда, и вместе мы сила. И я не то чтобы не понимаю, да, но просто тяжело быть мастером-одиночкой. Намного круче, когда у тебя есть коллеги, когда ты работаешь в дружном коллективе, как у нас, и когда
можно друг другу помочь, где-то подсобить. Один силен в одном, другой силен в другом. И, в общем, мы, наверное, за счет этого так хорошо и справляемся. У нас даже бывают случаи, когда один мастер начинает, там другой мастер продолжает, и там дальше передаешь, там, например, френч один делает, да, там дизайн другой делает. Ну, просто потому что нам нужно скомпоноваться по времени, мы точно знаем, что именно так мы будем максимально эффективнее. Хоть 10 человек пусть делают, главное, чтобы был классный результат. Но это нюансы работы как раз-таки у нас в салоне, это наш стиль работы, и клиенты тоже к этому привыкли, потому что, ну, почему бы и не сделать крутые вензеля там другому мастеру, если он реально их делает лучше всех в салоне, пусть у клиента будет максимум. Но все, здесь мы наблюдаем уже упаковочку, не было смайликов, к сожалению, не успели. Ну, а вам пока-пока, до новых встреч!